Всем здравствуйте, мои хорошие! Я вас приветствую на моем канале «Путь к себе». И я очень вам благодарна за вашу обратную связь, просто неимоверно столько получила от вас комментариев, что просто очень-очень рада. Спасибо вам огромное, это мотивирует меня и дальше записывать видео, и рассказывать вам какие-то интересные темы. Соответственно, ваши комментарии также меня на какие-то темы выводят, да, и вот это видео, оно родилось, так скажем, из одного комментария. На этот комментарий я ответила, но я поняла, что это очень полезно будет для многих, поэтому я решила записать это видео. У меня наготове мои любимые руны, но посмотрим, как пойдет. Может быть, это будет в форме, так скажем, информационной болталки, то есть здесь по-любому вы получите какую-то информацию, нужную для вас, и для этого вполне не обязательно карты, да, то есть мне есть чем с вами поделиться своими знаниями, да, о том, как это все устроено, как мир устроен, как это работает, потому что карта — это не единственный мой инструмент, просто только он практически пока что присутствует на канале, но в принципе вы видите, что я пользуюсь и рунами, и Таро, и еще и системой Эдин, поэтому инструментов много в этом мире, каждому подходит свой. Но вопрос не об этом. Суть комментария была в том, что, и я уверена, что у многих из вас бывает такой вопрос, да, что я хочу что-то поменять, да, я смотрю расклады, я все понимаю, что мне нужно что-то менять, но я не знаю как, да. И давайте мы с вами разберем вот что. Первое, что нужно об этом знать, это то, что я не знаю, это всегда от ума. Потому что мы говорим по-разному, да, у нас есть то, что я знаю, ну, либо я не знаю, да, с отрицательной частицей. Я чувствую, да, это наши уже чувства, да, то есть недаром говорят, нутром чувствую, да, то есть вы как бы знаете, но знаете посредством чувств, да, это совершенно разное знание, и оно соотносится совершенно с разными нашими, так скажем, каналами восприятия. То есть то, что я говорю, я знаю, это чаще всего идет от ума. Я чувствую, это идет чаще всего от интуиции, от души, так называемой. И почему я вам это рассказываю? Это очень важно, чтобы понять такую вещь, что наша интуиция, наша душа, наши чувства, они намного шире, чем наш ум. Да, ум, он очень ограничен. И, соответственно, он не может знать всего. Он очень логичен. Ему нужно чаще всего знать как, посредством чего мы что-то будем делать, да, и он всегда вот это требует, да, контроль, знать первый, второй, третий шаг. Если я не знаю первый, второй, третий шаг, то я туда не иду, да. Ну, пресловутый пример, да, если я не знаю, как управлять машиной, то я не сажусь за руль, да, потому что это небезопасно. Пример хороший, но есть еще такая штука, как интуиция, и она иногда говорит нам: сделай вот так. И ты сидишь и думаешь, но это же нелогично. Да, бывает такое. Вот у меня был пример, очень часто его рассказываю. Это был первый раз, почему я запомнила, был первый раз, когда я послушала свою интуицию, и я была просто в шоке на то, как это сработало. Я поехала, точнее, ну, так скажем, в близлежащий город к своей подруге. В принципе, погода была такая, ну, одинаковая. Не так далеко мы жили друг от друга. И я посмотрела погоду, там было солнечно весь день, очень тепло, по-моему, это даже лето было. Ну, в общем, не суть. А у меня интуиция говорит: возьми зонт.
Я такая, да нет, зачем мне зонт? Ну, как бы я посмотрела, погода все отлично, целый день. Мне опять возьми зонт. Я думаю, ну ладно, послушаю, так скажем. Взяла зонт. И что же вы думаете, когда я вышла в том городе, там был проливной дождь. Хотя его не обещали. Это вот был первый раз, когда меня прям вот щелкнуло, что что-то нас ведет, да, что-то нам подсказывает, что-то такое внутри нас нелогичное, что нас бережет, да, ведет нас по лучшему пути, да, если мы это слушаем, если мы это отлавливаем, да, если мы научаемся разделять, когда это идет из страха и когда это идет из интуиции, потому что то, что идет из интуиции, оно всегда спокойным, тихим голосом обычно, без всякой суеты, без всякого навязывания. Раз сказали, два сказали, ну, не услышал, ну, окей, как бы, иди набивай свои шишки. Здесь нет чего-то такого навязчивого. Страх — это чаще всего что-то такое навязчивое, что не дает нам покоя, да, не ходи туда, не ходи, не ходи, не ходи, снег башка поведет и все остальное, да. И, соответственно, к чему я вас веду? К тому, что я не знаю, это про мозг. И мозг человека довольно-таки очень ограничен. Если взять все вот эти исследования, можете почитать, погуглить, я вам расскажу суть буквально в 2 словах, что, да, что человек использует всего лишь там, на 3 или 4% весь свой потенциал мозга. То есть представьте, да, 3-4% из 100. То есть это насколько мизер, да, а мы на это опираемся очень часто. Я не говорю, что знание плохо, я не говорю, что наука плохо, это все классно. Но в нашем мире, если вы особенно здесь, если вы смотрите расклады, если вы чем-то таким увлекаетесь, то наш мир — это не только наука, да, это больше, чем наука. И, соответственно, есть какие-то такие нелогичные вещи, которые, в принципе, признают врачи и все остальные люди науки. Ну вот мы не можем это объяснить, но вот так вышло, да, как говорится. Соответственно, наш мозг, он очень ограничен тем, как мы его используем, да, и теми знаниями, которые у них есть. И, соответственно, когда мы хотим получить что-то другое, чего нету у нас, да, ну, например, вы всегда были одинокими, и хотите встретить своего партнера, мужчину или женщину, неважно. И вы говорите, я не знаю как. Ну, мозг не знает как, потому что у него нету этого опыта. Мозг всегда опирается на наш опыт. И, соответственно, я надеюсь, что это видео не будет очень длинным. Я рассказывать могу очень много. Если у вас будут какие-то вопросы появляться, пишите сразу в комментариях. Возможно, это родится какое-то новое видео на эту тему. И сейчас мысль поймаю обратно. Мозг опирается на опыт, и, соответственно, если у него нет опыта, как встретить своего партнера, то он не знает как. Ну, и откуда вы это возьмете? Хорошо, есть опыт других людей, есть опыт из фильмов, сериалов, книг, родительский опыт друзей, но не всегда этот опыт вам нравится, понимаете? Иногда он печальный, иногда он негативный, и, соответственно, любой чужой опыт мы опять-таки воспринимаем через нашу призму восприятия, да, которая может содержать и чаще всего содержит страхи, блоки, какие-то установки, родительские, свои, там, общественные, все остальное. И вот это все еще накладывается на чужой опыт, и, соответственно, выходит искаженное какое-то восприятие. Я не говорю о том, что сейчас, что это плохо или хорошо, да, воспринимайте все как факт. Идет восприятие искаженное, да, и, соответственно, вам это не всегда добавляет чего-то хорошего. Соответственно, к цели вы не приходите. И к чему вся эта долгая прелюдия? К тому, что как, скажем так, обхитрить свой мозг. Я давала эту технику в каком-то одном из раскладов
Там, по-моему, он был на вариантах, и хочу просто дать ее всем. Всем, кто услышит, всем, кто доверится, всем, кому резонирует, да, потому что кто-то скажет, что чепуха, и это все не алё. Окей, это ваш выбор. Никого не заставляю. Я вам даю информацию, я вам провожу информацию, я вам делюсь с вами своим опытом, а вы решаете, брать это или не брать, да, соответственно, пробовать, не пробовать. И данную штуку я вывела опытным путем, я ни у кого ее не подглядывала, и можно сказать, что это такая авторская техника, она очень простая, но она очень действенная, вот просто она меняет мозги на 180 градусов, мозг начинает ломаться. Еще небольшая прелюдия, да, часто почему наш мозг говорит о том, это не то, что я вам тяну, да, время, там, можете перемотать и услышать, но я хочу, чтобы вы поняли, как это работает, чтобы вы меня услышали и поняли, насколько это действительно мощно. Я вас за это денег не прошу, и все остальное, да, даже донаты не буду напрашиваться. Вот. Но спасибо можно написать. Так вот, чтобы что-то поменять в жизни, да, новый опыт, он всегда требует вливаний энергии, да. Соответственно, это всегда что-то новое. Даже если мы берем устройство автомобиля, да, мужчинам, наверное, будет сейчас понятнее. Первая скорость, она всегда в автомобиле, первая передача, она всегда про очень большой толчок, по очень большой выброс, потому что нужно вот эту махину, да, вот сколько она там весит, машина, да, сдвинуть с места. И, соответственно, для этого нужно очень много энергии. Также с новым опытом. Когда мы получаем новый опыт, когда мы идем в что-то новое, нам нужно, во-первых, выделить на это энергию. Порой нужно выделить ее больше обычного, да, почему учиться, например, чем мы старше становимся, тем труднее учиться, потому что энергии меньше. Почему энергии меньше, это вообще отдельное видео. Суть в том, что энергии меньше, да, что-то новое воспринимать очень сложно, потому что нужно выделять энергию, нужно делать что-то по-другому. Мозг, он всегда идет на сохранение энергии. По вытаренной колее. Вот мы как ехали, вот мы как вставали в 6 утра, в 7 утра шли на работу, в 5 там заканчивали, например, да, и шли домой. Всегда по проторенной дорожке. Почему? Чтобы не думать. Не думать зачем? Чтобы не тратить энергию. Мозг всегда за сохранение энергии, за оптимизацию, так скажем, да, какой бы она ни была, эффективная, неэффективная, главное, что мы тратим мало энергии на это. Главное, что мы делаем это автоматически. Это вот как дети, они когда учатся. Почему ребенок, например, так медленно развивается, да? Потому что очень много сил уходит. Во-первых, ручки, ножки маленькие, да, там еще мышцы не окрепли, да, еще сам мозг не так сформировался, какие-то там нейроны еще не совсем развились, да, и очень много энергии уходит там на первые звуки, на первые слова, на первые вот эти соединительные конструкции. Ребенок, он же очень много изучает вокруг, да, и формируется, и поэтому у детей очень много энергии. Они прям вот как заводные. Им надо все потрогать, пощупать, вы знаете. В общем, не будем про это долго говорить. И, соответственно, на новое нужно выделить еще энергию, да. А чаще всего что можно услышать? Энергии нет, я так устаю, мне вот только бы до кровати или еще что-то. Вообще вечером уже ничего не понимаю, на выходных только хочется, например, там лежать, спать или веселиться. Здесь не про осуждение вас, мои хорошие, ни в коем случае.
Я говорю, чтобы вы вот, ну, как бы поняли, как это работает. И, соответственно, мозг такой говорит, я не знаю, как делать. Ну, как бы все, вопрос закрыт. Тем самым он вам закрывает вашу цель. Хочешь вот это сделать? Я не знаю. Я не знаю, как это делать. И с этим не поспоришь, понимаете? То есть самые любознательные, упорные и огнеупорные, они пойдут, найдут как. Это вот люди, которые ходят к менторам, которые ходят к коучам, и то вот там на практике, ко мне на проработке приходит, и то человек приходит с запросом сам, да, он понимает, что ему нужно проработать, но порой столько идет сопротивления даже во время проработки. Что уж говорить о человеке, который не привык это делать, да, потому что работать над собой, над своей жизнью, над своим мышлением, это тоже должна быть привычка. И если вы этого не делали, то здесь тоже может возникать сопротивление. И, соответственно, когда мозг говорит, сейчас посмотрю, сколько там, когда мозг говорит, я не знаю, он вам просто закрывает вопрос. Ну, мол, отстань от меня, я не знаю, как это делать. Иди лучше там поспи, поешь, встретись с друзьями, сходи на рыбалку, не знаю, на танцы, куда угодно, иди порисуй там, или еще что-то. Отстань от меня, я не знаю, как это сделать. И все, и вопрос закрыт. Понимаете? А здесь наша задача общаться, так скажем, с мозгом, как вот, ну, со стороны, да, на него посмотреть и, ну, скажем так, заставить его думать, потому что думать, размышлять на это тоже уходит очень много энергии. И, соответственно, как мы можем его заставить думать? Во-первых, не приняв эту фразу, что я не знаю. Это первое. Кому-то, может, будет так удобнее прям вслух с собой разговаривать. Если вы стесняетесь, ну, как бы можно вести диалог внутренний, да. И когда вот вы там, моя цель такая-то, ты мозг говорит, блин, я не знаю. И такие, не-не-не, подожди. Не пойдет. Да, это ваше первое. Не пойдет. Второе, что мы говорим себе, да, своему мозгу, это то, что я ищу возможности, да, чтобы это было в моей жизни. Я открыта возможностям, чтобы это пришло в мою жизнь, да, вот прям вот я хочу, чтобы вы поняли, насколько это разный посыл для мозга, да, я ищу решение, я найду решение, я ищу возможности. Можно добавить, я прошу мир, вселенную, в кого вы верите, я прошу дать мне подсказки, прошу дать мне информацию, прошу дать мне возможности, как мне это реализовать. Еще чуть попозже я расскажу про возможности, да, тоже об этом есть смысл осветить. Соответственно, здесь мы с вами что делаем? Мы с вами заставляем мозг думать. Не отнекиваться от нас, мол, ну, я не знаю, отстань от меня. Нет, дорогой, вот давай садись, ищи мне, пожалуйста, возможности. Это не про то, что вы сказали, мозг, ищи, и сами ничего такие не делаете, сидим, смотрим, там, рилс листаем, расклады смотрим дальше. Нет, это о том, что вы тоже что-то делаете. Вы заходите в книжные и смотрите книги, например, да, вы заходите в YouTube и смотрите видео на ваши темы, не расклады, понимаете? Некоторые смотрят расклады, это также вот, ну, как пластырь, да, если вы уже год, 2, 3 смотрите, а то и 10 лет смотрите расклады, какой мужчина ко мне идет, а он до сих пор не пришел, да, то это не значит, что он идет с другой стороны пешком к вам, да, это значит, что что-то не так. Во-первых, это может быть не ваш расклад, да, во-вторых, это может быть один из вариантов, в который вы не идете, да,
То есть у вас, возможно, может быть мужчина, да, там, или женщина, неважно, если вы мужчина. Хотя нет, это важно, если вы мужчина, у вас должна быть женщина. Хотя сейчас такой мир, что может быть и по-разному. Но не суть. Если этого не случается, значит, есть что-то, что вам мешает, и чаще всего мы мешаем сами себе. Опять там блоки, сценарии, все остальное, не буду сейчас в это вдаваться. Соответственно, вы берете и что-то делаете, ищете информацию, читаете статьи, смотрите блогеров по отношениям, экспертов по отношениям, коучей, смотрите вот такие информационные видео, да, то есть что-то, что приближает вас к вашей цели. Начните с этого, начните спрашивать у друзей, либо там советы у коллег какие-то, да. Это не значит, что нужно все воспринимать как губка, да, то есть фильтровать тоже нужно уметь, но при этом вы задаете мозгу своему: вот давай мы с тобой возможности будем искать, а не отрицать, что их нету. И как бы держать ушки широко, да, открытыми, и глазки широко открытыми. Ушки, наверное, что-то по-другому надо было сказать, но здесь опять-таки не суть. То есть смотрим в оба, замечаем вокруг себя, какие-то слова прохожие могут вообще, так сказать, мимо проходить, какая-то фраза вас может зацепить. То есть когда вы ставите намерение: я хочу найти возможности, я хочу найти возможность. Лучше возможности, потому что, да, возможности разные бывают. И вы можете получить желаемое не единственным способом. Сейчас мы об этом тоже поговорим. И, соответственно, каждый день, утром, вечером вы себе проговариваете. Если вам удобно писать, можете писать. Здесь не суть. Стесняетесь, проговаривайте в голове: я ищу возможное, Вселенная, пожалуйста, дай мне возможности, я открыт к возможностям получить вот это, вот это. И тогда мозг начинает работать на поиск решения. То есть здесь как бы вы сами себе открываете дорогу. Еще раз, вот это «не знаю», это значит, что вы просто закрываете тему, лепите туда пластырь, но не лечите, да. Как бы закрыли, поплакали, и ладно, вроде полегчало чуть-чуть, а завтра все то же самое. Соответственно, ищем возможности. Вселенная вам если это ваше истинное желание, если вы действительно этого хотите, если вы готовы это получить, то вам либо это дадут, либо вам подкинут информацию, почему вам это не дают, либо что сделать, да. То есть, опять-таки, будьте очень внимательны, когда вы запрашиваете информацию, и вам, например, приходит книга какая-то. Вот, пожалуйста, вам Кеха Джон «Подсознание может все». Начните с нее. Вот вам уже информация пришла. Я про нее вспомнила. Почитайте. Здесь не работает, что нет денег, нет времени, нет, это все отговорки, мои хорошие, поверьте, пожалуйста, это просто многолетним опытом. Я сама этим страдала, да, нет времени, нет там на что-то денег. Поверьте, на все, что вы действительно хотите, на все, что вы готовы получить, у вас есть и деньги, и время. Если нет денег, то они появятся. Либо вам это подарят, либо еще каким-то другим способом вы это получите. Соответственно, все это ограничение, прежде всего, нашего ума. Начните с того, что вы ищете возможности. Дальше посмотрите, как это будет разворачиваться. Соответственно, если вы вдруг через месяц получите классные результаты, почему вдруг? Я уверена, что если вы будете это делать, вам будут эти подсказки приходить, потому что намерение поставлено. Что мы намереваемся получить, то мы и притягиваем. Соответственно, это почему страхи сбываются, это все из этой темы. Да, про мышление, это, наверное, отдельное видео будет, если хотите.
Опять-таки, все ваши вопросы, пожалуйста, в комментариях. Это тема для видео, я только за. И здесь давайте еще кратенько, наверное, уже про возможности поговорим. Это тоже один из ограничителей. В каком плане? Ну, например, вы хотите... Давайте что-нибудь такое возьмем. Купить себе, чтобы и мужчинам, и женщинам было. Купить себе новую вещь, да, в гардероб. Куртку, например, да. Куртки есть у женщин, у мужчин. Соответственно, вы сидите и думаете, я хочу куртку, она стоит, например, 5000 рублей, 10 тысяч рублей, окей. У меня нет денег на нее. Все, я куртку купить не могу. Ну все, вы себе закрыли какие-либо возможности. Вы их можете объяснить, у меня нету денег, у меня нет времени выбирать, там вот, ну, любые штуки, вот вообще все любое, это вот мы себе очень креативно всегда придумываем, почему нет. Опять-таки, мои хорошие, это не про то, что это плохо или хорошо, там, осуждать. Я хочу, чтобы вы поняли, как это работает. Схема очень простая. И когда вы это поймете, ну, жить станет чуточку легче, поверьте мне, это действительно так. И, соответственно, мы видим только один путь. То есть купить самостоятельно. Единственный путь, как мы можем получить эту куртку. Ну, нам как бы Вселенная, она такая мудрая, скажем так, и она нам не причиняет добро. Да, у нас главный закон – это закон свободы воли. Если вы считаете, что вы можете куртку купить только самостоятельно, так тому и быть. А если вы говорите, что у вас нет на это денег, так тому и быть. Как говорится, самосбывающееся пророчество никто не отменял. Вот оно, ваше ограничение. При этом у Вселенной может быть очень много путей, как вам это дать. От десятков до сотен разных путей. Вплоть до того, что вы ее найдете. Да? Вплоть до того, что вам кто-то ее подарит. Эта куртка будет на распродаже за 2000 вместо 10. Да, это вы там ее выиграете. То есть, вы понимаете, даже мозг, он не может придумать всех вот этих вариантов, как вы можете это получить. Вдруг вы станете блогером, и вам эту куртку пришлют, понимаете? То есть, опять-таки, бывают такие убеждения, ну нет, мне-то это мне не повезет. Ну, со мной это не случится. Нет, я никогда не выиграю. Это все ограничения и убеждения ума, да, которые ограничивают вас. И, соответственно, опять-таки вот эта практика. Я открыта к любым возможностям, да, которые дадут мне вот эту цель. Да. Опять-таки не дадут конкретно цель, а дадут какую-то цепочку. Где проработать, что вам мешает, какие убеждения, где чего почитать, куда сходить. Сейчас море даже бесплатных каких-то материалов, проработок, тренингов. Открывайте YouTube, он просто кишит вот этим всем. А уж что говорить о платных программах. Они тоже все на разный вкус, вплоть там от 500 рублей до миллионов, да, на каждый, на любой кошелек. И, соответственно, у тех, кстати, у кого контроль, да, это вот вам как раз там у меня проработка есть, она бесплатная. Бери и делай. Называется, по-моему, женственность, интуиция, спокойствие. Если вы мужчину слушаете, тоже делайте, потому что интуиция и спокойствие вам тоже не помешает. И, соответственно, после этого будете слышать больше подсказки, будете их замечать, да. Иногда вот нам кажется, ну вот, нет, не сработает. Так попробуйте, вы же не пробовали. Единственное, что, естественно, если вам звонят мошенники или вам предлагают заплати там
столько-то будет тебе сразу в 10 раз больше, да, там пирамиды какие-то, ну, наивными тоже не надо быть. Если вы идете к практику, у меня, по-моему, было видео, как выбрать себе практику. Посмотрите, вот еще в прошлом году записывала аудиоподкаст. И как выбрать себе практику, да, то есть вам должно это отзываться. Причем, знаете как, практик, он, ну, или специалист, давайте так назовем, он может давать полезную информацию, действительно нужную и рабочую. Но если у вас к нему недоверие, если вы считаете, что вам не поможет, вам не поможет. Так это работает. Если вы считаете, что вам не поможет, то вам не поможет. Еще раз. Если вы считаете, что вам не поможет, вам не поможет. Соответственно, идите к тому, кто вам откликается. Анализируйте, посмотрите несколько людей, да, кто вам отзывается, кому вы больше доверяете. Почитайте, в конце концов, отзывы, если есть очень большое недоверие. Да. Про доверие к миру и к людям, кстати, это вот тоже одно из предыдущих видео было. Посмотрите, если вам резонирует. Вот. Сегодня руны нам не понадобились, зато у меня ничего не выключилось. Я зарядила телефон и почистила его, могу беспрепятственно. Открыла себе дороги для записи новых видео. Вот, спасибо вам огромное за вашу обратную связь. На сегодня, я думаю, этого хватит, этого достаточно. Может, я сейчас еще что-нибудь запишу интересного. Спрошу руну, чего вам рассказать. Буду рада за ваши, конечно же, подписки, лайки, комментарии, вопросы. Меня это все мотивирует. Если кто-то прям вот хочет послать донаты, там тоже ссылочка есть. Я за то, чтобы общаться. Ну, здесь у нас немножко обратная связь, да, с опозданием, потому что комментарии, да, когда вы увидите, когда вы напишете. Но ничего страшного, это тоже свой интересный, так скажем, опыт. В общем, пользуйтесь, берите практику, пользуйтесь, делайте, смотрите, что меняется. У вас может поменяться сначала мышление, восприятие, да, и это и есть тот толчок, да, то начало изменений. Потому что всегда мы иногда ищем, чаще всего мы хотим каких-то физических изменений, в физическом мире я имею в виду то, что вот я делаю практику, значит, у меня должно денег больше сразу быть. Я делаю практику, значит, я должен встретить сразу там мужчину, женщину или купить там то, что я хочу. Иногда ваше изменение, а чаще всего с этого и начинается, вы начинаете мыслить по-другому. Вы начинаете себя где-то ценить по-другому, либо вы начинаете видеть, где вас не ценили, да, и от этого идут изменения. То есть ничто бесследно не протекает. Просто чаще всего мы акцентируем внимание на физический мир. То, что мы можем пощупать, вот, есть у меня теперь это или нет. А мышление, ну, это как бы, ну, ничего, что я теперь беру выходной в выходной, да, ну, как бы это ж я решил сам. Ну, как бы да, вы решили это сами, но перед этим было какое-то ваше осознание, какой-то ваш инсайт, да, который привел к тому, что вы все-таки начали брать выходные. И это и есть ваша трансформация, есть трансформация вашего мышления, которая приводит к большим изменениям. Так, что-то мы опять уходим еще дальше. У меня просто очень много информации, очень много чем есть поделиться. Давайте на этом мы закончим. Всем хорошего времени. Не знаю, когда вы будете это смотреть. И до новых встреч. Пока-пока.